Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать такие красивые и очень вкусно пахнущие флорентийские саше. Для начала посадите корги под стол. Да ладно, шучу, он просто всегда рядом. А вот то, что действительно нужно для начала, так это форма. У меня форма с AliExpress. Кстати, спойлер, форма я очень довольна. Она оказалась супер качественная и совсем недорогая. Ссылку обязательно оставлю в описании. Дальше мне пришлось поскрести по сусекам и понаходить различную мелочевку, которую можно будет положить в саше. У меня это палочки корицы, сушеный жасмин, кофейные зернышки, сушеный апельсин, цедра апельсина, маленькие сушеные розочки, лепестки от роз, бадьян, гвоздика, сушеные лепесточки василька. И не забываем про эфирные масла. У меня это масло апельсина и эвкалипта. И основной ингредиент для создания саше это свечи. Я купила самые дешевые свечи в Ашане. А кстати, лепестки василька и лепесточки роз я достала вот из этой смеси. Это фруктовый ягодный чай, где было очень много всякого сушеного. Очень удобно, кстати. Ну что ж, приступаем к работе. Для начала свечку нужно порезать. Режу я ее обычным ножом, верхушку срезаю, потому что фитиль оттуда достать будет сложновато. А дальше надрезаю свечу по кругу. Итак, прокручиваем каждый кусочек и отделяем его от фитиля. Фитиль, в принципе, оставлять цельным не обязательно. В этой работе он нам не понадобится, но самодельные свечи еще никто не отменял. Теперь берем жестяную баночку. У меня баночка от томата в собственном соку. Я сделала плоскогубцами носик и закидываю туда наши кусочки свечи. И теперь самое время нести нашу баночку на плиту. Я ставлю на самую маленькую конфорку, которая у меня есть, и включаю самый-самый маленький огонь. Это делается для того, чтобы наша свеча не пригорала. Она очень быстро растает в любом случае, но при большом огне пригорит, проверено. Нашу свечу надо время от времени помешивать. Я взяла обычную палочку для роллов и помешиваю ей. Как вы видите, свеча достаточно быстро тает. Прошло буквально 20 секунд и уже половина свечи растаяла. Ждем еще недолго и снимаем с плиты. Напомню, самый маленький огонь. Размешиваем последние кусочки свечи. Берем прихватку полотенца или, как у меня, бумажное полотенце. Это обязательно, потому что банка очень горячая. И несем на рабочую поверхность. Теперь нам нужно эфирное масло. У меня масло апельсина. Я его покупала в супермаркете в отделе для саун и бань. Также можно взять в аптеке. На одно саше понадобится 10 капель масла. У меня из одной свечки получается 3 саше, значит я в баночку капаю 30 капель масла. Обязательно хорошо размешайте масло, для того чтобы саше равномерно застыло. И теперь по формочкам выливаем растопленную свечу с эфирным маслом. И сейчас я допущу грубейшую ошибку. Почему-то об этом никто не говорит. А я вам скажу. Как только я налила растопленную свечу, я сразу начала выкладывать все ингредиенты, потому что в других видео рассказывают, что свеча застывает очень быстро. Так вот, ребята, не верьте. Вы, конечно, поэкспериментируйте со своими свечами, но мои свечи показали, что выкладывать все украшательства нужно только на появившуюся корочку, а корочка появится через минуты полторы. Так как изначально я этого не знала, я, конечно, повелась, начала сразу выкладывать, думаю, сейчас же все застывать начнет, а оно не застывало. Минуту не застывало, полторы не застывало, 2 не застывало. Я думаю, странно, может свеча какая-то бракованная, как же она не застывает. Но продолжила, налила во вторую формочку. Думаю, хорошо, вдруг сейчас это очень быстро застынет, она же уже постояла. Начала здесь закидывать. И тут уже начало получаться лучше, потому что смесь действительно уже постояла. И вот второе саше и третье получится гораздо лучше, чем первое.
Заливаю третью форму, она получается еще лучше предыдущей, потому что смесь еще дольше постояла. Третью форму я решаю сделать с кофейными зернышками. Кстати, запах обалденный, кофе и апельсин, попробуйте. В центр кладу деревянную снежинку. Она впитает эфирное масло в себя и будет потихоньку отдавать аромат. И кстати, когда саше застынет, можно капнуть эфирное масло сверху на деревянную снежинку. Тогда запах будет еще более насыщенный и долго играющий. Все, эти 3 саше я оставляю застывать, а пока приступлю к следующей порции. И сейчас я вам покажу, что будет, если не отрезать хвостик изначально, а пытаться достать фитиль целиком. Ну, я думаю, вы уже видите, что ничего хорошего из этого не получается. Хотела сохранить весь фитиль, но нет. Мучила я эту свечу, но решила, как и в предыдущем способе, отрезать верхушку и дальше спокойно снимать уже кусочки. Прорезать по кругу, не доходя до серединки, и снимать. И, кстати, чуть позже я додумалась, что свечу можно просто поломать руками, пока она еще в упаковке. И тогда не нужно будет ничего резать по кругу и так далее, нужно будет просто отрезать верхушку и снять все кусочки с фитиля. Дорезаю последние кусочки, вытаскиваю фитиль из верхушки и складываю все кусочки свечи в баночку. И теперь по нашей старой схеме идем плавить свечи. Ставим на самую маленькую конфорку, включаем самый маленький огонь. Иногда помешиваем и ждем полного расплавления свечи. Вооружаемся салфеточкой, обязательно, потому что банка горячая, и несем нашу расплавленную свечу на рабочую поверхность. Кстати, предыдущие арома саше уже практически застыли. Голубые саше я буду делать с эвкалиптом. Для меня эвкалипт это очень зимний аромат, и голубой цвет тоже зимний цвет. Также капаем по 10 капелек на одно саше и выливаем в формочки. Сейчас я выливаю уже сразу во все 3 формы. Кто увидел сюрприз в левой формочке? Да, это сюрприз от моего маффина. Маффин это мой корги. Корги линяют, очень линяют. Вот такой вот побочный эффект от этих милашек. Эту волосинку я, конечно, уберу, но чуть позже. Когда начала снимать, совершенно не заметила, что там она лежит. Кому неприятно, заранее извиняюсь. И теперь, чтобы не совершить предыдущих ошибок, нужно подождать. Пока маффин смотрит в окно, я стою и смотрю, как застывают мои саше. Спустя примерно 1,5 минуты я переворачиваю форму, чтобы мне было удобнее работать, и начинаю выкладывать ингредиенты. Начну я с василька. Выкладываю его совершенно хаотично. Во втором саше будут сушеные розочки. Их тоже выкладываю так, как понравится. И заметили? Когда я кладу розочку, она падает на тоненький затвердевший слой. Именно этого и нужно добиться.
Третье саше с эвкалиптом я делаю со звездочкой бадьяна, палочкой корицы и несколькими гвоздичками. А когда саше практически полностью застынут, я в первое саше добавлю снежинку, во второе еще немножко лепестков роз и в третье цедру апельсина. Все, что я добавлю на данном этапе, практически не утонет в саше, а останется на поверхности и тем самым создаст объем. Саше я оставила застывать, а маффин тут пока водички попьет, в окошко посмотрит, а я все жду. Застывают они не очень быстро на самом деле, края схватываются мгновенно, но для того, чтобы добиться полного застывания, нужно будет подождать 15-20 минут. Вытаскиваются, кстати, саше из формы очень легко, немножко надавила и все вылезло. Я достала все саше из форм, получились они очень красивые, но кроме вот этой крайней. Ее я, пожалуй, заново растоплю и сделаю новую. А эти 5 очень крутые, мне очень нравятся, и они такие объемные, особенно с васильком, он немножко там провалился, такая красота. И в конечном этапе нужно привязать веревочку, для того, чтобы наши саше можно было повесить, например, в гардеробной. Для этого я беру обычную бечевку, отрезаю примерно 30 сантиметров, просовываю один конец в дырочку и завязываю из 2 кончиков веревки узелок. И вот такой вариант саше у нас получается. Но есть и второй вариант, как можно завязать веревочку. Смотрится он еще более аккуратно, поэтому показываю. Берем бечевку, также отрезаем 30 сантиметров. Складываем ее пополам и завязываем на конце узелок. Теперь продеваем сложенный пополам кончик веревки в отверстие и делаем так, как показано на видео. Затягиваем нашу петельку и готово. По-моему, такой вариант гораздо аккуратнее и интереснее смотрится. Ну вот и все. Наши саше готовы. По-моему, получились очень красивые. Ну а теперь главному ценителю тоже нужно обязательно оценить. Маффин, смотри. Смотри какой. Прыгай, прыгай. Молодец, умница. Мне кажется, ему понравилось. А вам?